Привет, друзья! Анна Шатилова – известный диктор и телеведущая, легенда, лицо и голос страны. Биографии и детали ее личной жизни привлекают внимание, вызывают интерес. Строгая, элегантная и обаятельная, с уверенным, спокойным и очень четким голосом, она завораживает и вызывает доверие. Передача «Время», которую вели Анна Шатилова и Игорь Кириллов, была одной из наиболее популярных. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Анна Шатилова и о чем жалеет диктор центрального телевидения и легендарная советская телеведущая. Будущая звезда появилась на свет 26 ноября 1938 года в подмосковной деревне Шихово Одинцовского района. У нее было непростое военное детство. Отец в 1941 году отправился на фронт и исчез бесследно. Спустя 60 лет родные узнали, что скончался он в лагере для военнопленных вблизи Лейпцига в 1943 году. Мать Анны была поваром в детском доме для детей, у которых погибли родители. В школьное время о карьере диктора Анна не помышляла, однако творческие задатки девочки находили выражение в чтении стихов со сцены и в выступлениях художественной самодеятельности. Бесстрашная и жизнерадостная, она не только показывала свои артистические способности, но и отлично училась, прилежно изучая школьные дисциплины. Школу Анна закончила с отличием. После школы Анна принимает решение поступать в педагогический институт, благополучно сдает экзамены и становится студенткой физико-математического факультета. Учиться было сложно, но способная девушка легко справлялась с проблемами. Единственное, что беспокоило, это отсутствие интереса к точным наукам. Ее внутреннее «я» тянулось к чему-то более яркому и необычному. От судьбы, говорят, не уйдешь. Так произошло и с Анной. Как-то раз она в коридоре вуза увидела объявление о конкурсе дикторов на Гостелерадио. Она подает документы на конкурс, принимает участие в кастинге и выигрывает. Позже оказалось, что число конкурсантов перевалило за 500, а взяли из них только 5 человек. Уже в начале карьеры Анна поняла, что вопреки досужему мнению, труд диктора непрост и тернист. Некоторые ее коллеги бросали профессию, не выдержав темпа и нагрузок. Характер Анны не позволил сдаться. Она самозабвенно осваивала азы, в чем ей помогали старшие коллеги, в числе которых были Юрий Левитан, Ольга Высоцкая и Владимир Герцик. На волне творческого подъема девушка оставляет физмат, однако институт не бросает, а переводится на факультет филологии. Из-за насыщенного рабочего графика она вынуждена была перевестись на заочное отделение. Так началась ее карьера ведущей на радио и телевидении. Анне Шатиловой было присвоено звание заслуженной, а потом и народной артистки РСФСР. В дуэте с Игорем Кирилловым они не один десяток лет сообщали новости с телеэкранов телевизоров. Передача «Время» телеведущими, которые они были, ассоциировалась с этой парой. Многие не понимали, что программа «Время» – самый напряженный участок. Выходили в эфир в 21:00. К примеру, остается 2 минуты до прямого эфира, нам уже бежать в студию, а текста нет. Почему текста нет? ТАСС еще не дало. Они там вычитывали до последнего. Делилась Анна Николаевна. Еще одной популярной среди советских телезрителей передачей с ее участием был новогодний «Голубой огонек». Крутой поворот в ее биографии произошел в 1973 году, когда в Японии для программы «Говорите по-русски» потребовалась телеведущая. Кандидатура Анны Шатиловой, которая уже 11 лет проработала на телевидении, оказалась подходящей. Год она прожила в Японии, будучи ведущей передачи на японском телевидении. Молодая женщина прониклась культурой этой удивительной страны, что отразилось на стиле ее одежды, которого женщина придерживается по сей день. Элементами стиля оказались красный пиджак строгого кроя и белоснежная блузка с приподнятым накрахмаленным воротником. Элегантная одежда подчеркивает ее красоту и придает шарм. Позднее красный цвет стал ее фишкой. Несмотря на такую невероятную занятость, Анна Шатилова всегда старалась находить время для близких и говорила: «Семья у меня была все же на первом месте, и дома, несмотря на загруженность, все было – борщи, котлеты, компоты». Ее супруг Шатилов Алексей Борисович являлся интеллигентным и образованным человеком, обладающим энциклопедическими знаниями. Закончил МИСИ, был инженером, являлся огромным ценителем классической музыки, живописи и литературы. Познакомились они в 1964 году. В то время Анна Шатилова снимала комнату с подругой Люсей, которая как раз училась в строительном университете. Как-то раз Люси потребовалось передать Алексею какие-то учебники. В общем, их первая встреча была в автобусе.
Алексей сразу же проявил заинтересованность к Анне и взял ее номер телефона. Быстро разогревшийся роман перерос в крепкую связь, продлившуюся более 40 лет. Долгое время Анна и Алексей жили вместе с родителями мужчины. О свекрови Шатилова до сих пор вспоминает с теплотой и благодарностью, восторгаясь уровнем интеллигентности семьи мужа и отношениями между ее членами, на которые хотелось равняться. Сын Анны и Алексея появился на свет в 1967 году. Мальчика было решено назвать Кириллом. Интерес к знаниям их сыну привил именно муж Анны Николаевны. Кирилл закончил романо-германское отделение МГУ, специализируясь на французском, английском и датском языках. Он является переводчиком и писателем. Из-под его пера было издано несколько учебников по английскому языку. Кирилл недавно перевел пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта» на русский. Также он пишет художественные книги в жанре фэнтези. Сын давно обзавелся семьей. Невестка Шатиловой, Алина, родом из Ставрополя. По образованию она филолог, однако по специальности не работает. Основная ее работа – это дети Всеволод и Святослав, супруг Кирилл и их домашний очаг. Всеволод изучает французский язык, занимается шахматами. Старший, Святослав, любит рисовать, и он постоянный партнер Анны Николаевны по путешествиям. Вместе с бабушкой они побывали в Великом Устюге, Германии, во Франции. У свекрови и невестки прекрасные отношения. Вместе они ездят на дачу, готовят различные блюда из выращенных на участке овощей. В браке с Алексеем Анна чувствовала себя по-настоящему счастливой. Однако в 2008 году безмятежный семейный быт был нарушен. Находясь на даче, мужчина позвонил супруге и сообщил, что он плохо себя чувствует. У Алексея были проблемы с сердцем, потому Анна сразу поспешила на помощь. Скорая не успела спасти мужа Шатиловой. Он скончался по дороге в больницу. На протяжении долгого времени Анна Николаевна с родными живет в центре Москвы. Телеведущая активно участвует в социальной жизни Центрального округа, появляясь на различных торжественных мероприятиях. Диктор призналась, что ее настольная книга посвящена истории столицы России. Кирилл с семьей часто гостит в загородном двухэтажном доме, где есть все удобства. Анна Николаевна его строила, чтобы проводить там время с родными. Дом, в котором родилась диктор, до сих пор стоит на участке. Она в шутку называет его летней резиденцией. Здесь находится и летняя кухня, где летом Анна Николаевна готовит, и мастерские внуков. Дом хоть и старенький, но поддерживается в надлежащем состоянии. Постоянно там что-то ремонтируют и подкрашивают. А рядом стоит уже хороший каменный двухэтажный особнячок. Анна Николаевна смеется, что собирала на него по каплям со всех своих гонораров. Вот и накапала. Дом со всеми удобствами. Летом там любит собираться вся семья Шатиловой. Участком сейчас больше занимается невестка Алина. Анна Николаевна ей только помогает по мере возможности и сил. На участке установлены 2 теплицы, в которых женщина выращивает овощи и зелень. О машине и получении водительских прав Шатилова никогда не задумывалась. Поэтому на дачу, если туда не едут родные, добирается из Москвы на электричке. Тяготит ее только то, что люди узнают. В электричке стараюсь сидеть незаметно, чтобы не привлекать внимания, хотя все равно люди узнают, подходят, просят об автографе или совместном фото. Анна Шатилова с ранней молодости привыкла рассчитывать лишь на собственные силы. И когда пошла мода на пластические операции, сразу же дала понять, что не намерена себя никому доверять. Она категорически против столь популярных сейчас косметологических процедур. Секрет ее красоты поистине прост. Вместо специального крема для лица используют сметану, в которую добавляют немного соли, меда или лимонного сока. Вместо посещения спортзала дома делает гимнастику, а проснувшись, массирует все тело от пальцев рук до пальцев ног. Также занимается скандинавской ходьбой. Несмотря на свой возраст, Анна Николаевна по сей день востребована в профессии. Ее часто зовут поработать конферансье, ведущей на корпоративных мероприятиях, юбилеях. До сих пор Анна Николаевна остается жизнелюбивым человеком и бессменной ведущей международного ялтинского телекинофорума «Вместе». А еще ее называют голосом военного парада. Больше 40 лет она вела 9 мая праздничные парады с Красной площади. Также вместе с Игорем Кирилловым они вели радиопередачу «Не время» на Юмор-ФМ. В свои годы Анна Николаевна не планирует сбавлять обороты и уходить на пенсию. Как-то журналисты попросили ее рассказать, как она провела Всемирный день телевидения, и ответ их поразил. «Утром я была в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале. Через полчаса за мной заедет машина. Буду записывать новости для другого канала. А вечером я участвую в благотворительном вечере на Цветном бульваре». Она до сих пор внимательно следит за всем, что происходит на современном телевидении, и многие тенденции ее шокируют.
Так, например, она признается, что почти перестала смотреть новости. Слишком много происходит печальных событий. Телеведущая любит смотреть передачи «Модный приговор» и «Вечерний Ургант», документальные фильмы и политические шоу. Единственное, о чем она сейчас очень жалеет, это о том, что подготовкой ведущих никто серьезно не занимается, из-за чего страдает общий уровень культуры на телевидении. Раньше мы все проходили строгий отбор, важен был голос, нужно было смотреться в эфире. И еще нам говорили, что, выходя в эфир, мы гостем входим в каждый дом. И неважно, один человек нас смотрит или целая семья. А в гости ходят нарядно одетыми, причесанными. Да, стало много свободы, и это неплохо. Я и сама, когда сегодня выхожу в эфир, могу и посмеяться, и что-то сказать от себя, высказать свое мнение. Но каждый выходящий в эфир должен все-таки обладать самоконтролем. Вот это я и желаю всем своим коллегам, а также с уважением относиться к зрителям и самому себе. Друзья, давайте пожелаем легендарному диктору центрального телевидения огромного счастья, крепчайшего здоровья и, конечно же, достатка в доме. Вашему таланту можно только удивляться и восхищаться. Страсть и ответственность, с которой вы работаете, вызывает глубокое уважение. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!